Несколько дней назад на сайте Кремля была опубликована статья за авторством президента Владимира Путина, в которой была предпринята попытка осмыслить итоги 7 лет противостояния между Россией и Украиной после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Эта статья, на первый взгляд, стройная и логичная, явно написанная при некотором содействии историков и профессиональных спичрайтеров, оставила после себя немного странное впечатление. Публикация была посвящена общей истории русского, украинского и белорусских народов и всем ее перипетиям. Она написана сразу на двух языках, на русском и на мове. Ознакомление с ней будет полезно представителям современного поколения, которое вместо учебников предпочитает просиживать время в своих телефонах, особенно с Украины, ибо там простым и понятным языком, лаконично, но емко изложены ключевые исторические события наших стран за последнюю 1000 лет безо всяких древних укров и шумеров. Кто-то из либеральной оппозиции даже усмотрел в статье Путина основания для новых территориальных претензий к Незалежной, но так ли это? Ключевая проблема заключается в том, что никаких верных выводов в Кремле, судя по всему, так и не сделали. Вновь во всем виноватыми объявляются большевики, которые, по версии Владимира Владимировича, ранее уже закладывали атомную бомбу под Советский Союз. Большевики относились к русскому народу как к неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные подарки. В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно – Россия фактически была ограблена. И вновь в статье прозвучал тезис про мину замедленного действия, заложенную большевиками под СССР. При этом почему-то ее автор забывает, что прежде чем развалить Советский Союз, партия большевиков его создала, победив в гражданской войне белых и приглашенных ими иностранных интервентов, которые совместно растащили большую часть золотого запаса Российской империи. К слову, царя свергли не большевики, о чем нынче не все в курсе, идеализируя фигуру гражданина Николая Романова. Зато большевики, например, отменили унизительное сословное деление общества, ввели всеобщее бесплатное образование и медицину, сделали простому люду доступными социальные лифты. За какие-то 10 лет они провели масштабную индустриализацию, победили в страшной кровопролитной войне самую сильную армию мира – вермахт, а всего спустя 15 лет первыми отправили человека в космос. И да, пытались нести просвещение и культуру народам диких окраин, за что их там сейчас так ненавидят неблагодарные потомки. При этом в статье отмечается, что национальные республики не отпадали как раз из-за руководящей роли КПСС. Просто удивительно, почему на фоне всего этого президент Путин считает виноватыми в распаде СССР большевиков, которые предусмотрели в Конституции право республик на выход. Но давайте вспомним ранние годы Российской Федерации, где в основном законе вовсе не было права на выход, но президент Борис Ельцин дал отмашку руководителям регионов брать суверенитета, сколько влезет, и те стали брать. Вон, на Урале даже республику свою создать хотели, валюту отпечатали, уральский франк. Франк Карл. И несмотря на отсутствие права на выход, чеченские сепаратисты провозгласили республику Ичкерия, что в итоге привело к 2 войнам. Это тоже большевики виноваты? Или дело не в конституционных нормах, дающих теоретическое право на выход, а в тех людях, в чьих руках сконцентрирована реальная власть, в их решениях и поступках? Пойдем дальше. В статье констатируется, что сегодня Украина оторвана от России, более того, провозгласила ее на законодательном уровне страной-агрессором. И виноваты в этом, безусловно, враждебные происки Запада. Сам президент Путин убедительно показывает, как это ранее происходило и происходит ныне в историческом контексте. Но что дальше-то? На Украине создана 250-тысячная армия, которую обучают военные инструкторы НАТО. Киев закупает ударные БПЛА «Байрактар», корветы турецкого производства, договорился о военно-техническом сотрудничестве с Великобританией, сам разрабатывает мощные противокорабельные ракеты «Нептун», которые могут представлять реальную опасность для Черноморского флота РФ. Ничто не может помешать Украине отменить конституционные ограничения на размещение иностранных войск и военных баз на своей территории.
В самом обозримом будущем, где-нибудь под Харьковом или Запорожьем, могут разместиться элементы американской системы ПРО-Иджис с пусковыми установками двойного назначения. Тогда под прицелом крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки, окажутся объекты инфраструктуры Минобороны РФ вплоть до Урала, что представляет реальную угрозу для самого существования нашей страны. И что мы видим? В своей статье Владимир Владимирович восклицает: «Хотите создать собственное государство? Пожалуйста. Но на каких условиях? Другими словами, уходите с тем, с чем пришли». С такой логикой трудно спорить. Добавлю только, что произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей. И очередной пинок мертвому льву, который уже ничего не может ответить. Вместо того, чтобы ликвидировать экзистенциальную угрозу со стороны незалежной, мы 7-й год спокойно смотрим, как под боком у нас укрепляется враждебное государство, находящееся под внешним управлением Запада. Тут кто-то может усмотреть намеки на некий раздел Украины, но так ли это? Проблема заключается в том, что сама незалежная и не развалится, и не замерзнет зимой, и точно не приползет обратно с повинной. Ее можно только силой развалить при помощи активного внешнего воздействия. Это может быть односторонняя интервенция с последующей оккупацией всей или части ее территории, либо даже раздел совместно с европейскими соседями, которым могут отойти западные регионы, с Венгрией, Польшей, Словакией и Румынией. Но никто этого нам на блюдечке уже не принесет, как это могло быть в 2014 году. За подобный исход придется дорого заплатить кровью и деньгами в виде новых жестких экономических санкций. Увы, простых решений уже не осталось. И что же мы видим? Повторю, для многих на Украине проект антироссии просто неприемлем. И таких людей миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждение, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают преследованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безнаказанными. В конце статьи следует пассаж о том, что только самим украинцам решать, какой будет их страна. Знаете, создалось стойкое впечатление, что в Кремле ждут, когда появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет Украину обратно к России. Но, увы, в условиях неонацистского режима в Киеве с СБУ, ее осведомителями, экстремистами, запрещенного в РФ правого сектора, это попросту невозможно. Решать проблему незалежной все-таки придется самой России. Но этого вывода в статье не нашлось.